Гель пектиновый, серия Anti-Age. Препарат, который, несмотря на то, что он относится к антивозрастной серии, чаще всего, особенно в домашнем уходе, применяется для проблемной кожи. Почему такое немножко несоответствие? Да? Потому что изначально препарат разрабатывался как косметическое средство для электропроцедур, не только, конечно же, электро, он подходит для ультразвуковой терапии, но благодаря тому, что в составе, помимо цитрусового пектина, то есть природного полисахарида, да, присутствует соль рапан, то есть это компонент, который напоминает чем-то соль Мертвого моря, есть очень много сравнений этого компонента с солями Мертвого моря, обладает лимфодренажным и рассасывающим действием, очень выраженным. Таким образом, так как это соль, она повышает электропроводность самого препарата. Поэтому изначально гель предполагалось, что будут использовать косметологи для микротоковой терапии, для электромиостимуляции и, собственно, для вот таких вот воздействий электрическим током. Но так как цитрусовый пектин у нас имеет кислый pH, то есть в слабокислом диапазоне, порядка 3,5 pH, то было наблюдение такое, да, достаточно длительный срок за препаратом наблюдали и поняли, что очень хорошо он воздействует на проблемную кожу, подкисляя среду на ней. Когда у нас проблемная кожа имеет высыпание, да, какие-то угревая болезнь, акнеформные дерматозы и так далее. Как правило, pH такой кожи защелачивается. И в этой среде щелочной себя прекрасно чувствуют патогенные микробы, да, которые вызывают воспаление. И поэтому одной из задач терапии проблемной кожи является восстановление pH, то есть сдвигание как бы его в слабокислый диапазон, который должен быть у кожи в норме, когда у нас гидролипидный барьер будет функционировать нормально, да, будет состоятельным, будет защищать кожу от как раз вот этих вот микробов, которые являются, по сути, условно патогенными, живут на коже в норме, но когда их становится слишком много, они начинают вызывать прыщи, скажем так, по-простому. Очень хорошо этот гель сочетается с другими препаратами противовоспалительными. Например, при активной стадии угревой болезни можно сочетать его с демотеном. Утром демотен, например, вечером пектиновый гель. Почему пектиновый гель лучше применять вечером? Потому что его структура такова, что он дает такую пленочку на коже, и соответственно, она, естественно, защищает, она немножечко даже моделирует собственный защитный барьер. При этом на эту пленочку, естественно, например, декоративную косметику, если есть необходимость нанести, будет не очень хорошо, да, то есть не всякие какие-то тональные средства будут не скатываться на этой пленке. Поэтому его лучше всего применять вечером. На самом деле пленка, это, конечно, громко сказано, да, гель очень хорошо впитывается, очень легкая нежная текстура у него, то есть он быстро в кожу внедряется, увлажняет замечательно совершенно, вот, и при этом дает защиту. Если же есть угревые высыпания, да, есть пустулы, папулы, то можно сочетать эти два препарата с препаратом, обладающим лечебным выраженным таким действием. Это сыворотка стоп-акне на основе азолаиновой кислоты. То есть сыворотка наносится после очищения, например, очищающим гелем, щадящим, не нарушающим гидролипидный барьер. И после тоника, например, для жирной и проблемной кожи. Тоники можно использовать не один, можно, например, утром использовать тоник для жирной и проблемной кожи, а вечером тоник с АХ-кислотами, который тоже будет подкислять pH. Там еще себорегулирующий комплекс в нем находится, то есть будет еще и балансировать выработку кожного сала, снижать. После очищения кожи и тонизации наносится стоп-акне на участки с воспалениями. Если все лицо представляет собой участок с воспалением, можно нанести на все лицо или любые другие себорейные зоны, да, грудь, спина и так далее. Вот. И после этого мы наносим демотен
При необходимости поверх Демотена, когда он уже впитался, можно нанести солнцезащитное средство. А вечером на сыворотку мы наносим гель пектиновый. Для проблемной кожи, конечно же, еще рекомендуется как минимум раз в неделю, а иногда может быть и два, устранять избыток роговых чешуек на поверхности эпидермиса, то есть устранять так называемый гиперкератоз при помощи энзимной пектиновой маски. Это препарат для глубокого очищения, то есть такой легкий пилинг, эксфолиатор на основе тоже цитрусового пектина, папаина, молочной кислоты 5%, мочевины. То есть он хорошо разрыхляет эпидермис. В случае высыпания его используют под пленку на 15 минут, потом смываем, тонизируем кожу и наносим уже активные препараты. Вот такой, собственно, у нас гель пектиновый. То есть в основном для домашнего ухода, для проблемной кожи используется. Кроме того, очень хорошо его используют для кожи с пигментацией, потому что цитрусовый пектин обладает достаточно выраженным отбеливающим эффектом, при этом он не является фототоксичным, его можно использовать круглый год. А в кабинете уже мы будем использовать этот гель, как правило, для проведения электропроцедур, но опять-таки, если у пациента есть, например, пигментация, то мы можем использовать его, вводя любым форетическим способом, то есть ультразвуком, электрическим током, использовать в процедурах электропорации, ионофореза. Особенности проведения процедур, например, ионофореза, да, либо на этикетке он будет указан, либо можно просмотреть методички, методические указания есть, да, в данном случае, например, пектиновый гель вводится биполярным способом, то есть равное количество времени, сначала с отрицательного, потом с положительного полюса. Если используем электропорацию, там полюсов никаких нет, потому что переменный ток используется, соответственно, просто вводим определенное количество времени, обрабатываем кожу с нанесенным на нее пектиновым гелем. Под процедуры, например, РФ-лифтинга, радиочастотного лифтинга, тоже можно использовать пектиновый гель как активный препарат, но для самой обработки кожи радиочастотной манипулой, да, радиочастотной, лучше использовать плотные гели типа медиагеля Т, как контактные, а вот под них наносить активные препараты, сыворотки активные, например, пектиновый гель, который будет электропроводность улучшать, да, снижать сопротивление эпидермиса электрическому току. Но сам гель является достаточно жидким, поэтому если мы будем РФ-лифтинг делать по достаточно жидкому гелю, то у нас будет очень большой расход препарата. Поэтому сначала наносим активный гель, потом наносим густой и плотный медиагель с литерой Т, потому что в него входит глицерин, и он очень хорошо катается достаточно долго. И уже по нему обрабатываем манипулой в процедуре РФ-лифтинга. Вот такой вот, собственно, гель пектиновый из серии Anti-Age.